Всем привет! Меня зовут Мила. Хотела я немножечко поделиться с вами своим небольшим опытом пребывания в Америке. Будет уже скоро год, как я здесь. Начинали мы с Флориды, а сейчас мы живем в Калифорнии. На заднем фоне вы слышите, может быть, и видите Тихий океан. Это мое любимое местечко, куда мы очень часто приезжаем. Здесь можно прогуляться по набережной. Здесь вдали от города, тишина. Ну, такое провинциальное местечко, очень богатое провинциальное местечко. Мне оно очень нравится, поэтому именно отсюда я и хотела сегодня с вами познакомиться. Немножко о себе расскажу. Меня зовут Мила. Я, в общем-то, из Москвы. Уже почти год здесь я в Америке. Приехала сюда ради экспириенса. Мне очень хотелось узнать, возможно ли жить в Америке, чем тут можно заниматься, как тут можно зарабатывать деньги. Ну и, собственно говоря, просто хотелось сменить обстановку, изменить свою жизнь и начать как-то куда-то двигаться. Потому что в России в последнее время это практически невозможно стало сделать. Я очень благодарна тем людям, которые помогли нам здесь начать хоть какую-то трудовую деятельность, потому что пока ты ожидаешь документы, ну это где-то, наверное, в течение полугода, то практически на работу могут взять тебя только неофициально. Вот. И я решила поэкспериментировать, каким образом, какая деятельность здесь более оплачиваемая, каким образом здесь можно заработать денег и где. Ну и, собственно говоря, в Америке перепрыгнуть через голову никак нельзя, потому что любой иммигрант проходит однозначно определенные ступени. Ну, если он не бизнесмен, не инвестор, не вкладывает миллионы долларов в Америку, а простой человек, который, в общем-то, приехал также за заработком или попробовать что-то новое в этой жизни. Вот. И иммиграция очень тонкая штука, она не позволяет прыгнуть через голову. И каждому человеку, простому смертному, который приехал туда, ну, как я, без денег, без опыта, без языка, самое что важное, да, вот, ему придется пройти определенные шаги, и от этого никуда не деться. Вот и я решила пройти все эти шаги, попробовать на себе этот эксперимент, посмотреть, как я смогу адаптироваться в чужой стране и смогу ли вообще. Вы знаете, очень интересные факты, могу вам сказать сразу, что прошла все огонь, воду и медные трубы, как и все здесь проживающие. Но, тем не менее, это очень полезный опыт, я ему благодарна. Благодарна тем людям, которые мне позволили это пройти. Я надеюсь, что из Флориды все услышат меня, и я говорю им огромное спасибо, потому что все контакты, все встречи, вся моя деятельность началась именно оттуда. По порядку. Значит, здесь в начале несколько профессий, которые человек может пройти без документов. Это рассказываю для девочек, да, я не беру мужчин, потому что у мужчин немножечко другой может быть путь, и он зачастую оказывается довольно долгий. Вот, потому что люди зависают, люди начинают, ну, как бы, скажем так, строить карьеру там, где они в первый раз начали работать. В моей практике я постаралась этого не делать, а двигаться дальше. Первый мой трудовой опыт – это хаускипинг. Хаускипинг – это уборка в отелях. И это мне позволило получить самый первый опыт во Флориде. Спасибо огромное человеку, который меня взял на работу. И вы знаете, я вам скажу так, очень тяжелая физически работа, она, по моему мнению, вообще должна относиться к рабству, потому что иначе никак это не назовешь. Вот, но колоссальный опыт я получила в плане подготовки, в плане структуры, в плане общения, коммуникаций и вообще в плане системы. Я увидела, как строится здесь все изнутри, вот, и платят там $9, платили вот в том году, это 2017 год, июнь месяц, платили $9 в час. В
принципе, объем работ был очень большой, и трудились, скажу так, не поднимая головы, потому что, ну, это очень тяжелый труд. Вот. Что касается денег, то так как во Флориде жилье достаточно дешевое относительно многих штатов, то, получая $9 в час, еще обучаясь там в колледже на английском языке, этого вполне хватало для съема квартиры и для питания. Ну и содержать небольшую дешевую машину, которая уже на тот момент у меня была. Первый опыт мне показал, что это колоссальная затрата труда, энергии, сил, физического здоровья, но это позволяет там существовать, быть там, находиться, обучаться и балдеть от погоды, от моря, от океана и, в общем-то, наслаждаться жизнью. Если не идти дальше, то, в принципе, там вполне можно существовать. Заработок в месяц у меня первый месяц составил около $2400, что позволяло мне снимать жилье, содержать машину, ну и более-менее на развлечения, на питание. Вот, этого мне хватало. Дальше второй мой опыт уже был в Калифорнии. Мы переехали в Калифорнию, Сан-Франциско. Переехали мы на машине, то есть преодолели путь порядка 5000 километров. И вы знаете, я вам скажу так, это огромная потрясающая страна, которая удивляла меня каждый день. Я настолько балдела от этого путешествия, настолько меня увлекла эта дорога, что мы передвигались около 4 или 5 дней, но мы заезжали в Гранд Каньон, в парк Секвой, то есть мы делали такой очень интересный трип. И меня удивляет эта страна до сих пор. Ну, это немножко лирика, отступление. Значит, второй мой трудовой опыт. Мы приехали, у нас уже была машина, но не было еще документов, мы были в ожидании. Это была доставка, delivery, это доставка еды из ресторанов. Работали мы на аккаунте, который нам сдавал наш знакомый, так как нашего аккаунта еще не было, для него требуются документы. Вот, за что ему огромное спасибо, потому что это очень сильно выручало по деньгам, так как на деливере вполне реально можно заработать в день от 100 до $200, если бизи, там, и если праздник, если плохая погода. Люди здесь очень много заказывают еды из ресторанов домой, и они предпочитают не тратить время, значит, на походы в рестораны, поэтому эта услуга здесь очень востребована. Здесь 3 основных монстра, которые работают в этом направлении. Это DoorDash, Postmates и Uber Eats. Я работала и на Postmates, и на DoorDash. На DoorDash работать выгоднее, интереснее по деньгам и легче. На Postmates гораздо сложнее и денег поменьше. Ну, то есть не очень выгодно. Что касается заработка на DoorDash. Значит, здесь, в Калифорнии, уровень жизни достаточно высокий. Для сравнения, аренда той комнаты, которая мне стоила во Флориде $500-600, здесь аналогичная комната стоит от $1500 до $2000, и найти практически невозможно. Что касается питания, то продукты, ну, наверное, по цене так же, как и во Флориде, может быть, чуть дороже. Вот. Бензин тут тоже дороже, поэтому и расходов здесь гораздо больше. Но Delivery показало то, что есть варианты круглосуточной работы, которые ты можешь себе позволить, которые, ну, ты сам себе строишь график, ты можешь зайти в любой момент в систему и начать работать. Это очень удобно, потому что мы обучаемся на 2 группах английского в City College, и поэтому после учебы это было достаточно удобно. Вот. Ну, скажу вам так, Delivery большой плюс в том, что это позволяло мне быть все время в наушниках или в машине, прослушивать, слушать обучение, слушать английский, учить. И только это меня спасало. Почему? Потому что, ну, работа тоже не из легких, так как парковки. Если не там припарковался, буквально через 2-3 минуты уже появляется парковщик, и тебе выписывают тикет. И тикеты не на $60, который минимум здесь штраф, а почему-то сразу от 110.
Вот. И поэтому работать на штрафы достаточно грустно, потому что мотивация пропадает, сразу руки опускаются, не очень хочется. Вот. И амортизация машины — это тоже большой-большой расход, большой минус. Почему? Потому что ты понимаешь, что машину ты эксплуатируешь и в хвост, и в гриву, и это дает о себе знать по ремонту, по ТО, по расходу бензина. То есть расходы на деливери, они, в общем-то, имеют место быть. Но зарплата здесь получается довольно приличная для того, чтобы существовать. Если не двигаться, не идти дальше, вполне реально можно работать на деливери и даже кое-что скопить, возможно. Потому что если в отличие от Флориды у меня получалось 2-2,5 тысячи, то здесь это было уже около 4-4,5 тысяч в месяц. И то работали мы не полный день, а выходили где-то с часу, с 2 дня, и в принципе вполне реально эту сумму заработать. Вот. Этот опыт я прошла достаточно, скажем так, долго. То есть, я вам скажу, работала я около полугода, наверное, больше 8 месяцев, наверное, я отработала на деливери. Вот. Затем я решила двигаться дальше, посмотреть, что дальше, как можно где заработать еще. Вот. И какую сферу можно было бы взять, для чего? Для того, чтобы впоследствии, может быть, в будущем заняться этим бизнесом. Так как деливери я заниматься не планировала, здесь это достаточно широко уже было развито, ниша была занята, то, может быть, нужно было поискать что-то еще. Подвернулся, значит, такой бизнес, как клининг. Клининг — это уборка домов и уборка апартаментов. Мне повезло, значит, я познакомилась с ребятами, которые после констракшена, после стройки, после того, как люди съезжают, ремонтируют эти апартаменты. И вот после вот этого ремонта я начала убирать эти апартаменты. Работа довольно, скажем так, тяжелая физически. Она, в общем-то, по сравнению, наверное, как во Флориде с хаускипингом, но здесь другие деньги. Здесь за объект я получала от 100 до 150 долларов, бывало 2-3 объекта в день. Вот. Но это очень тяжелый труд, и это тяжело было настолько, что, в общем-то, мое здоровье начало ухудшаться. Я реально поняла, что это довольно тяжелая работа, и связывать свое будущее с этим бизнесом вполне можно было бы, если бы не одно «но». Здесь принято, так как американцы очень консервативные, они достаточно серьезно относятся к рекомендациям, они очень серьезно относятся к династиям, они очень серьезно относятся к компаниям, которые больше 30, 50, 100 лет. И зайти в эту нишу в новой компании довольно сложно. На раскрутку мне бы понадобилось не менее 3-5 лет для того, чтобы встать на ноги здесь по этому бизнесу. У меня этих лет нет, мне не хочется тратить на это время. Вот. И, в общем-то, сейчас я в поиске нового бизнеса для того, чтобы посмотреть, потрогать, пощупать что-то другое и принять решение, чтобы, по крайней мере, уже финансово твердо стоять на ногах. Так как я уже получила сейчас документы, это Social Security и Work Authorization, и могу вполне официально работать в американской компании, то здесь меня настигло другое разочарование. Так как у моего мужа были попытки уже устроиться в Google, и он отработал там несколько дней, я поняла, что работать в таких монстрах и таких компаниях, американских компаниях, в которых режим работы с 9 до 6, мне абсолютно неинтересно, не хочется, и моя душа просит движения. Вот. И я с сожалением каким-то, наверное, поняла для себя, что работать в офисе я здесь не смогу. И работать в офисе я здесь не буду. Поэтому здесь вариантов несколько. Первое – открывать что-то свое, раскручивать, потратив на это 3-5 лет, не меньше, имея стартовый капитал не меньше 200 тысяч долларов.
Второй вариант, значит, найти бизнес, который тебе будет нравиться, в котором ты будешь себя чувствовать хорошо, и который будет двигаться во всех отношениях, в прямом и в переносном смысле. И третий вариант это... А третьего я пока не придумала, потому что, ну, если только устраиваться в русскую компанию, где ты можешь договориться с хозяевами о том, как ты будешь работать, и я бы не рекомендовала устраиваться к землякам. Почему? Ну, потому что для меня это много факторов, много показателей. Прежде всего, я очень хочу выучить язык, и поэтому мне нужна англоговорящая среда. Я очень хотела бы перейти на другой уровень, так как я приехала сюда с нулем, на нулевом уровне. Сейчас у меня через год уже 6-й левел. Мне очень хотелось бы перейти на 9-й, дойти до 9-го и уже быть, ну, скажем так, более свободной в общении. Вот. Поэтому вот такая вот моя история годового пребывания в Америке, Флорида-Калифорния. Если вам интересно, я могу ответить на многие ваши вопросы. Пишите в комментариях, задавайте их, я с удовольствием отвечу. Ну а по поводу следующего бизнеса, я думаю, что решение придет, и придет уже скоро, потому что, ну, вы знаете, когда готов ученик, приходит учитель. И здесь то же самое. Если принимаешь какое-то решение, то сразу находятся варианты, как изменить что-то в этой ситуации. Это страна действительно свободного пребывания, страна, ну, в общем, реальных возможностей. Вот. Просто кто зачем приезжает. Я приехала сюда не строить какие-то там глобальные бизнесы. Вот. Я приехала сюда посмотреть страну, выучить язык, поэкспериментировать с тем, что я могу, узнать свои внутренние ресурсы, узнать себя, что у меня достаточно хорошо получается сейчас. Я в гармонии сама с собой, мне это очень нравится, потому что до приезда в Америку, в России, этой гармонии не было. Я не призываю вас всех бросать все и бежать в Америку. Нет, абсолютно нет. Это решение должно прийти осознанно, не спонтанно. Потому что миграция – это действительно очень тяжелая работа, работа души, работа сердца, физически работа. И то, как мы привыкли трудиться в России, разительно отличается от того, как здесь привыкли трудиться здесь. Здесь каждая работа, она достаточно уважаема, она не презираема, она, ну, как вам сказать, она реально уважаема. Вот. И поэтому здесь абсолютно не стыдно людям работать почтальонами, доставщиками, в пиццерии, мыть посуду в кафе. То есть они очень счастливы, что у них есть эта работа, они за нее держатся, потому что люди приезжают совершенно за другим. Они, отработав официантами в кафе несколько часов, с огромным удовольствием берут доску и едут на океан. И остальное время они проводят так, как они любят, как они хотят. Кто на серфе, кто там на планеризмом занимается, здесь очень много людей. Ну, в общем, люди просто балдеют от жизни, тащатся и занимаются тем, чем они хотят. Вот. Это именно хотела до вас донести. Ничего не хочу никаких давать советов, не хочу никого куда-то склонять. Я просто рассказала свою ситуацию, я рассказала о том, что здесь делаю я и для чего я здесь. Вот. Поэтому, если вам это интересно, буду продолжать. Спасибо вам огромное за то, что вы были со мной эти 20 минут. Пишите, с удовольствием отвечу. Пока-пока. Всех благ.